Всем здравствуйте! Записываю это видео для девушек, для жен, для женщин. На каком же языке разговаривать с мужчинами? Потому что часто бывает так, что девушка, жена, женщина пытается донести какую-то мысль, пытается что-то сказать мужчине, а мужик просто этого не слышит. Мужик просто это не воспринимает, не понимает. И получается, как будто бы девушка общается с какой-то стеной, с непробиваемой стеной. И вот на каком же языке разговаривать? Естественно, разговаривать нужно на том языке, на котором вы общаетесь, там русский, неважно. Но тут заключается еще важная мысль в том, что по опыту, вот, опять же, моих клиентов, часто рассказываю, там, приходит девушка на сессию и говорит: я пытаюсь донести до своего мужа такую-то мысль, я хочу, чтобы он изменился, я хочу, чтобы он, возможно, бросил какую-то вредную привычку, я хочу, чтобы он больше уделял мне внимание. Но когда она это все транслирует своему мужу, то муж это все не воспринимает. Муж говорит: окей, да, хорошо, нормально. Ну, то есть не получается какого-то такого конструктивного диалога, не получается донести именно эту мысль. И тут первый такой важный момент, что нужно уходить от слова «я хочу», либо «надо», либо «обязан», либо «должен». Потому что некоторые девушки говорят именно таким языком, то есть отношения — это не банк, где ты взял деньги в кредит и ты что-то должен. Отношения совершенно по-другому. И отношения, которые выстраиваются на слове «должен», муж должен измениться, муж должен понять, муж должен бросить вредную привычку, муж должен заниматься спортом, муж должен приносить деньги в семью. Нет, так не бывает. Никто никому ничего не должен. Мы должны лишь только самому себе. И каждый из нас, там, неважно, парень, девушка, жена, мужчина, неважно. Первое, что хочу донести мысль, что избавиться и попытаться уйти от слова «должен». Сама интерпретация «должен», она, грубо говоря, ни к чему хорошему не приводит в отношениях. В отношениях не бывает такого, чтобы кто-то должен, а кто-то постоянно должен, а кто-то постоянно принимает. Нет, это как бы иллюзия. Отношения — это союз, где оба работают над тем, чтобы была интимность, была любовь, было взаимопонимание. И так далее. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Также хочу сказать что частая проблема: девушки разговаривают и женщины разговаривают с мужчинами на своем языке. Я не знаю, как это образно сказать, на женском языке. Тут нет опять такого понятия мужской, женский язык. Это сейчас игра слов такая. А важно разговаривать с своим партнером именно на языке партнера. Если муж, неважно, какой он социального статуса, какое у него социальное положение, какое у него интеллектуальное развитие, осознанность, неосознанность, это все мелочи. Тут важно именно с ним разговаривать на его языке. Что он воспринимает, что он понимает. Допустим, не знаю, элементарный пример. Когда девушка пытается сделать так, чтобы мужчина больше ей уделял внимание. И тогда она говорит что я вижу, сколько ты внимания уделяешь своей машине, как ты ее ремонтируешь, как ты за ней следишь, как ты ее моешь, как ты постоянно что-то для нее покупаешь. Я бы хотела, чтобы ты столько же внимания уделял и мне. Не должен мне уделять столько же внимания, а я бы хотела, чтобы ты столько же внимания уделял мне, так же, как своей машине. Либо, когда у мужа есть хобби и большой интерес к рыбалке, к охоте, я не знаю, к чему угодно, какое-то у мужа хобби. И тогда жена или девушка говорит что я вижу, сколько ты сил, времени, энергии вкладываешь, когда у тебя глаза горят, когда ты собираешься на рыбалку, когда ты собираешься на охоту, когда ты простраиваешь маршрут, когда ты, не знаю, собираешь рюкзаки, с кем-то, с друзьями договариваешься, ты просто весь горишь от энергии, от вдохновения. Я бы хотела, чтобы в наших отношениях было то же самое. Я бы хотела, чтобы ты столько же сил, времени, средств и энергии вкладывал в какие-то наш совместный отдых, в наш совместный досуг, чтобы твое внимание уделялось не только, тому хобби, которое есть у мужчины, а чтобы часть этой энергии также и часть этого внимания переходила уже в нашу семью. То есть это я сейчас говорю про что очень часто бывает такое, что некоторые даже девушки, жены начинают своих мужей немножко гнобить о том, что
вот мой муж неосознанный, вот мой муж, там, не знаю, не занимается спортом, мой муж там, у него много вредных привычек, а я хочу, чтобы он изменился, я хочу, чтобы он это все бросил, чтобы он начал заниматься йогой, медитацией, я хочу, чтобы, я не знаю, мы там жили счастливы и были, там, ну, чтобы у нас была любовь и идиллия. Опять же, это нормально. Но тут опять важно понимать то, что все эти изменения важны больше всего не для, и чтобы он этого хотел, не для того, чтобы вам было хорошо, не для того, чтобы вам было комфортно, вольготно, чтобы ваш муж, ваша вторая половинка изменилась, а чтобы для него донести эту ценность, для него донести эту информацию, чтобы он понял и почувствовал те изменения какие-либо, если он сделает, если он, допустим, я не знаю, там, бросит какую-либо вредную привычку, если он в свою жизнь внесет какую-либо хорошую привычку, и чтобы он на своем опыте уже понял, что это именно для него хорошо. И тут важная интерпретация такая, что все те изменения, которые вы хотите, но эти изменения не для вас, чтобы вам было хорошо, опять же, а чтобы эти изменения действовали хорошо для него. И чтобы муж и парень, там, я не знаю, четко понимал то, что если он это сделает, то он принесет радость там не кому-то другому, не окружающим, не жене, а что он изменится прежде всего для себя. И на первое место ставить его самого, дать ему об этом понять и об этом с ним разговаривать. Как я уже сказал, там, пусть попросить его, пусть он внесет какую-то новую здоровую привычку, либо избавиться от вредной привычки и посмотрит, что у него изменится, как изменится его состояние, как изменится его самочувствие, как изменится его энергетика, как изменится его отношения. Ну, то есть, опять же, тут главное уходить от слова «должен», от слова «надо», от слова чтобы девушке было хорошо сделать, для нее приятно, а прежде всего для него, для самого. И разговаривать с ним на том языке, на котором он постоянно привык общаться, привык говорить, на мужском языке. Не пытаться донести до него со своей точки зрения какую-либо информацию, какую-либо мысль, какую-либо там свою хотелку и так далее, а делать так, разговаривать с ним на интуитивно понятном именно для него языке. И тогда в ваших отношениях уже начнется, как сказать, больше расти интимность, доверие, страсть. Да вообще отношения станут гораздо-гораздо крепче. Если подытожиться, то есть по этому видео, первое, что разговаривать с мужчиной нужно на его языке. Второе, что убрать слово «должен», убрать слово «надо», а говорить то, что мне было бы приятнее, я бы хотела от тебя это получить. А третье, это концентрироваться больше, опять же, не на себе, что мне станет хорошо, мне станет гораздо лучше, комфортнее там, и так далее, я себя по-другому начну чувствовать. Нет, а концентрироваться больше на нем, на самом, что для него будет хорошо. Что какие-либо действия, которые он, либо, как я сказал, новые там привычки, либо там от старых там каких-то вредных привычек избавиться, какие именно конкретные действия на него повлияют. И разговаривать с ним, то что, и доносить до него эту информацию, пусть он сам попробует и решит уже, если он применит эти привычки, что у него именно это изменится. Это вот важный такой момент в отношениях, чтобы не было такого, когда разговариваешь с партнером, а он тебя как будто бы не слышит, а он тебя как будто бы игнорирует, либо он тебя просто не понимает, он не может понять ту информацию, которую ты до него доносишь. Казалось бы, у тебя хорошие, благие вести, ты стараешься для него, но опять же, как я сказал, фокус внимания нужно переносить именно на него, что для него будет хорошо, чтобы он это понял. В общем, такое сложное на самом деле видео, оно и сложное, и простое. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, я буду на них отвечать и опять же делиться своим опытом, что было у меня. Всем большое спасибо, всем желаю хорошего дня, всего доброго, до свидания.